прекрасном замке жила королева. Родилась у нее дочь, о которой она мечтала. У ребенка были черные волосы и белоснежная кожа. Поэтому и назвали ее Белоснежка. Вскоре королева умерла. Недолго горевал король. Через год он привез во дворец новую королеву. Была она красивая, но злая. С собой женщина привезла волшебное зеркальце. Каждый день она любовалась в нем своим отражением и задавала ему один и тот же вопрос: кто красивее всех на свете? Зеркало всегда говорило только правду, поэтому оно честно восхваляло красоту королевы, и женщина сияла от счастья. Белоснежка росла, и с каждым годом ее красота расцветала все ярче. И вот в очередной раз, говоря с зеркалом, королева услышала в ответ, что теперь не она красивее всех на свете, а Белоснежка. Терпеть такое в собственном дворце королева не собиралась. Она приказала верному слуге завести принцессу в непроходимую чащу и убить. Но не смог слуга даже ради королевы убить милую девочку. Он привел принцессу в темный лес и отпустил. А сам вернулся в замок и сказал королеве, что выполнил ее приказ. Долго принцесса бродила по лесу, по дороге ей помогали всякие лесные обитатели. Белоснежка была очень добра к ним, и поэтому они сильно подружились. К вечеру принцесса случайно наткнулась на маленький домик. Она зашла в него и увидела, что в доме никого нет. На столе было накрыто на 7 человек, а в спальне стояло 7 кроваток. И все в этом доме было очень маленьким. Поэтому Белоснежка поняла, что здесь живут 7 маленьких человечков. После долгой и трудной дороги она прилегла на одну из кроваток и крепко заснула. Поздно вечером домой вернулись 7 гномов. Они сильно удивились появлению неожиданной гостьи. Спящая Белоснежка была так очаровательна, что гномы решили дать ей поспать и не стали ее будить. Наступило утро. Белоснежка проснулась, увидела 7 гномов и испугалась. Но они были ласковы с ней, и девочка рассказала о своей беде. Белоснежка им сразу понравилась, и гномы предложили ей остаться жить у них. Тем более, что она согласилась взять на себя заботы по дому, готовить еду, стирать и убирать. Каждое утро гномы уходили в горы добывать золото и драгоценные камни, а возвращались поздно вечером. Уходя на работу, они предупреждали Белоснежку, чтобы она опасалась злой мачехи и не открывала двери незнакомым людям. В это время королева, как обычно, отправилась в тайную комнату, чтобы поговорить с волшебным зеркалом. Но зеркало внезапно сказала, что не она красивее всех на свете, а Белоснежка, что принцесса по-прежнему жива и живет у гномов в домике. Королева сильно разозлилась и решила сама разобраться с Белоснежкой. Она отправилась в потайную комнату и приготовила там ядовитое-приядовитое яблоко. Было оно снаружи очень красивое, но если бы кто-то съел хотя бы кусочек, то непременно бы умер. Когда яблоко было готово, королева переоделась в старую торговку и пришла к дому гномов. Увидев милую старушку, Белоснежке стало жалко ее. Она ничего не заподозрила и вышла из дома. Старушка угостила девочку спелым яблоком и сказала, что если она съест это яблоко, то навсегда останется молодой и красивой. Белоснежка поверила ей. И только она надкусила яблоко, как упала замертво и перестала дышать. Довольная королева отправилась во дворец. Вечером гномы вернулись с работы и увидели Белоснежку, лежащую на земле. Она не дышала. Они так громко рыдали и причитали, что их плач услышал прекрасный принц, который охотился в лесу неподалеку. Стало интересно ему, что это за вой такой поднялся, что распугал всех зверей. И когда королевич нашел дом гномов, то увидел Белоснежку. Она была такая красивая, что молодой принц сразу же влюбился в нее. Он уговорил гномов забрать ее с собой в замок, ведь там у него есть доктора, которые смогут вылечить Белоснежку. Гномы разрешили. Тогда королевич велел своим слугам нести принцессу на плечах.
И когда они несли ее, случилось так, что слуги споткнулись о какой-то куст, и от сотрясения кусок ядовитого яблока выпал изо рта Белоснежки, и она очнулась. Увидев молодого принца, девочка тоже полюбила его и согласилась выйти за него замуж. На свадьбу они пригласили и злую мачеху. От злости, что Белоснежка еще жива, и что теперь ее ждет долгая и счастливая жизнь, королева разбила волшебное зеркало и больше никогда в него не смотрела. На небольшой ферме в густых зарослях лопуха мама-утка нашла уютное местечко, чтобы свить себе гнездо. Она стала ждать, когда вылупятся птенцы. Одним солнечным утром яичные скорлупки затрещали, и на свет появились крошечные пушистые утята. Осталось только одно яйцо, самое большое, которое никак не хотело трескаться. Утка начала волноваться, что с ним что-то не так. Она вновь села на яйцо и решила подождать еще немного. Мама-утка отдала все тепло, на которое была способна. Она подумала, что этот птенец должен быть самым прекрасным, раз она его так долго высиживает. Вскоре и из последнего яйца вылупился птенец. Но он совсем не был похож на остальных утят. Он был намного крупнее, и перья его были серыми. Мама-утка была огорчена, увидев такого гадкого сына. Но она надеялась, что когда-нибудь он станет похожим на своих братьев. Остальные утята смеялись над ним, они считали его гадким и не хотели с ним играть. На следующее утро мама-утка отправилась со своими детьми к озеру. К ее удивлению, гадкий утенок плавал ничем не хуже других. Затем утка привела своих малышей на птичий двор, чтобы ввести их в общество. Она рассказала утятам о правилах поведения с местными обитателями. Утка представила свой выводок самому знатному жирному селезню, но тот напал на гадкого утенка, и она была вынуждена защищать своего неудавшегося птенца. Жирный селезень велел прогнать уродца со двора. Мать уверяла, что он вырастет и станет похожим на других утят. Не выдержав издевательств и унижений, гадкий утенок ушел с птичьего двора. В поисках более безопасного места он набрел на красивое озеро, на котором никого не было, и утенок решил остаться тут жить. Прошло время. Несмотря на свое одиночество, гадкий утенок был счастлив, что его никто не обижает. И вот однажды на его озеро прилетела прекрасная белая птица с длинной шеей. Гадкий утенок не знал, что это за птица, но смотрел на нее с восхищением. Он полюбил ее всем сердцем. Как утенок хотел бы быть похожим на эту прекрасную белую птицу. Пришла зима, пошел снег. Гадкий утенок впервые увидел белый снег. Он был восхищен этим зрелищем. Но из-за того, что зима была очень снежной, утенку было очень сложно найти еду. Ему приходилось ходить по окрестностям в поисках пропитания. Он замерз и устал. Так гадкий утенок добрел до домика фермера. Когда мужичок увидел худого и несчастного птенца, ему стало жалко его. Фермер решил, что оставит утенка у себя, пока тот не откормится и не подрастет. Наступила весна. Хозяин хорошо заботился о птенце, и тот сильно вырос. Утенку уже нужно было много места, и фермер решил выпустить его на озеро. Стоя на берегу озера, гадкий утенок посмотрел на свое отражение в воде. И он не поверил своим глазам. Он не мог узнать себя и подумал, что сзади него есть кто-то еще. И тогда утенок понял, что чудесная птица в отражении – это он сам. На радостях он бултыхался и плавал по всему озеру, от края до края. И вдруг он увидел такую же прекрасную белую птицу с длинной шеей, которую он уже видел однажды. Гадкий утенок решил подплыть к ней поближе, но прекрасная птица не испугалась, а наоборот, она улыбнулась и подмигнула, и они вместе поплыли по озеру. Гадкий утенок не мог поверить своему счастью. Проходя мимо, жирный селезень на берегу озера сказал, что никогда в жизни не видел такого красивого молодого лебедя. Каково же было его удивление, когда он узнал, что прекрасным лебедем был тот самый гадкий утенок, которого он когда-то прогнал с птичьего двора. Оказывается, гадкий утенок с самого начала был лебедем.
Яйцо случайно попало в утиное гнездо. И когда прекрасный молодой лебедь вернулся домой, то всем на птичьем дворе стало очень стыдно за то, что когда-то обижали из-за внешнего вида.